До того, как мир услышал Коран, Аравия жила в ожидании. Солнце вставало над Меккой. Караваны проходили через пустыню. Племена гордились своими именами. Поэты прославляли честь, силу и происхождение. Но за этой внешней гордостью скрывалась глубокая тьма. Слабого могли унизить. Сироту могли оставить без защиты. Женщину могли лишить права и достоинства. Кровная месть могла уничтожить целые семьи. А дом, построенный для поклонения единому Аллаху, был окружен идолами. И именно в такую эпоху Аллах избрал человека, который станет милостью для миров. Он не родился во дворце, не вырос среди богатства, не пришел к людям с армией. Он пришел сиротой, но его имя однажды наполнит землю — Мухаммад. В Мекке родился мальчик, его отец, Абдуллах, уже покинул этот мир. Он не увидел сына, не услышал его первый плач, не смог прижать его к груди. Но в эту ночь сердце Абд-аль-Муталиба, деда ребенка, наполнилось радостью. Он взял младенца на руки и направился к Каабе. Там он благодарил Аллаха и дал ему имя — Мухаммад, имя, которое означает «тот, кого восхваляют». Люди удивлялись этому выбору. Но Абд-аль-Муталиб будто чувствовал, этот ребенок будет иметь особое положение. Так началась жизнь того, кого позже будут любить миллионы сердец. Но его путь с самого начала был отмечен испытанием. Он родился без отца. С первых дней жизни Мухаммад не знал отцовской заботы. Не было руки, за которую он мог бы держаться. Не было голоса отца, который называл бы его сыном. Не было плеча, за которым ребенок чувствует себя защищенным. Но Аллах не оставил его. В его жизнь будут входить люди, через которых он получит любовь, заботу и поддержку. Мать Амина, дед Абд-аль-Муталиб, кормилица Халима, Айман, дядя Абу-Талиб и другие. Каждый из них станет частью великой подготовки, потому что впереди была миссия, которую не смог бы вынести человек со слабым сердцем. В те времена в Мекке существовал обычай. Младенцев отдавали кормилицам из пустынных племен. Там дети росли крепче, дышали чистым воздухом, учились ясной и красивой арабской речи, становились выносливыми. Кормилицы искали детей из знатных и обеспеченных семей, ведь связь с семьей ребенка могла принести им помощь и поддержку. Мухаммад был из благородного рода, но он был сиротой. Его отец умер до его рождения, и поэтому кормилицы одна за другой проходили мимо. Для Амины это было тяжелым испытанием. Она смотрела, как другие женщины забирают младенцев и уходят из Мекки, а ее сын остается рядом с ней. И когда надежда почти угасла, появилась Халима. Она приехала позже остальных. Ее животное было слабым. Дорога измотала ее. В ее доме была нужда. Она не нашла ребенка, которого могла бы взять. И тогда ей рассказали о мальчике-сироте. Она колебалась. Но ее муж сказал: «Возможно, Аллах дарует нам через него благо». Они еще не знали, что это благо изменит их дом навсегда. Когда Мухаммад оказался в доме Халимы, все начало меняться. То, что было слабым, стало крепнуть. То, что было сухим, стало давать пользу. Там, где была нужда, появилось облегчение. Халима видела это своими глазами. Молока стало больше. Животные возвращались сытыми. Дом, который знал голод, наполнился благословением. Но самая большая барака была не в достатке. Самым большим благословением был сам ребенок. Тот, кого Аллах воспитывал вдали от шума Мекки, среди простора пустыни, чистого языка и суровой простоты жизни. Там укреплялось его тело, там формировалась его речь. Там его сердце привыкало к простору, тишине и размышлению. Прошли годы. Слушай, дитя, пустыня учит терпению. Да, я слушаю. Здесь в тишине ты найдешь свою силу. Я понимаю. Помни эти слова.
Халима полюбила Мухаммада всем сердцем. Он стал для нее не просто ребенком, которого она кормила. Он стал частью ее дома. Но наступил день возвращения. Амина снова увидела сына рядом с собой. После долгой разлуки она могла держать его за руку, слышать его голос, видеть его шаги, обнимать его без страха, что завтра он снова будет далеко. Для матери это было счастье, но это счастье продлится недолго. Впереди была дорога, после которой маленький Мухаммад потеряет самое дорогое, что у него осталось. Когда Мухаммаду было около 6 лет, Амина отправилась с ним в Медину. Там они навестили родственников и место, где был похоронен его отец. Представьте маленького ребенка у могилы человека, которого он никогда не видел. Он знал, здесь мой отец, но не помнил его лица, не знал его голоса, не чувствовал его объятий. Эта боль была тихой, но глубокой. На обратном пути Амина заболела. С каждым днем болезнь становилась тяжелее, и в местности Аль-Абва ее жизнь подошла к концу. Мухаммад потерял мать. Он родился без отца, теперь остался и без матери. Путешествие, которое началось с посещения могилы С отца, каждым днем болезнь становилась тяжелее. И в местности Аль-Абва ее жизнь подошла к концу. Он родился без отца. Теперь остался и без матери. Путешествие, которое началось с посещения могилы отца, завершилось похоронами матери. завершилось похоронами матери. Рядом с ним была Айман. Она утешала его, заботилась о нем и стала для него матерью после матери. Но в сердце ребенка осталась рана, которую невозможно описать словами. После смерти Амины заботу о Мухаммаде взял на себя его дед, Абд аль-Муталиб. Он был уважаемым лидером Мекки. Люди знали его положение и слушали его слово. У Каабы у него было особое место. Даже его собственные сыновья не садились туда без разрешения. Но маленькому Мухаммаду он позволял быть рядом. Когда кто-то пытался отвести ребенка, Абд аль-Муталиб останавливал их. Он видел в нем нечто особенное. Рядом с дедом Мухаммад наблюдал за людьми, решениями, спорами, ответственностью. Он видел, что значит быть лидером. Но и эта опора продержалась недолго. Когда ему было около 8 лет, умер и его дед. Один за другим уходили те, к кому привязывалось его сердце. И словно сама жизнь учила его. Истинная опора — только Аллах. После смерти деда Мухаммад перешел под опеку своего дяди, Абу Талиба. Это был небогатый дом. В нем было много детей, мало имущества, много забот. Иногда еды было недостаточно, чтобы все насытились. Но в этом доме было тепло. Абу Талиб любил племянника, защищал его и относился к нему как к родному сыну. Он часто брал его с собой и не хотел оставлять одного. Жена Абу Талиба, Фатима бинт Асад, также окружила его заботой. Но Мухаммад не хотел быть тяжестью. Он видел трудности своего дяди, видел, как нелегко содержать семью, и еще юным мальчиком решил помогать. Мухаммад стал пасти овец и коз. На первый взгляд, это простая работа. Но пастух учится тому, чему не учат шумные рынки. Он учится терпению. Он замечает слабых. Он возвращает отбившихся. Он защищает доверенное. Он ведет мягко, но уверенно. Пустыня стала для него школой. Вдали от городского шума он смотрел на небо, на звезды, на горы, на животных, на смену дня и ночи. Мекка жила своими страстями, а его сердце училось тишине. И эта тишина однажды подготовит его к словам, которые изменят мир. Когда Мухаммаду было около 12 лет, Абу Талиб собирался отправиться с торговым караваном в сторону Шама. Это было долгое и трудное путешествие. Жара, пустыня, разбойники, неизвестные земли.
Сначала Мухаммада не хотели брать с собой. Он был еще юным. Но мысль о новой разлуке стала для него слишком тяжелой. Он уже потерял отца, потерял мать, потерял деда. Теперь он боялся остаться без дяди, который стал для него защитой. Его слова тронули сердце Абу-Талиба, и он взял его с собой. Так Мухаммад начал узнавать торговлю, дороги, людей, разные города и разные характеры. Аллах готовил его не только к поклонению. Аллах готовил его к общению с людьми, к доверию, к ответственности и к лидерству. Мухаммад взрослел в обществе, где были и благородные качества, и глубокая нравственная тьма. Люди ценили смелость, щедрость и поэзию. Но рядом с этим жили жестокость, гордость, идолопоклонство и несправедливость. Сильный мог давить слабого. Племя могло защищать виновного только потому, что он свой. Бедный мог остаться без права. Сирота — без защиты. Женщина — без достоинства. Но Мухаммад не стал частью этой тьмы. Он не поклонялся идолам, не участвовал в мерзких обычаях. Не был известен ложью, не предавал доверия. В обществе, где ложь могла приносить выгоду, он выбрал правду, и Мекка дала ему имя — Аль-Амин, надежный. Когда в Мекке произносили Аль-Амин, люди понимали, о ком речь. Это был Мухаммад. Ему доверяли товары, деньги, секреты, обещания, семейные дела. Даже те, кто позже станет противостоять его призыву, не смогут стереть из памяти 40 лет его честности. Это была подготовка, потому что когда он однажды скажет «Я — посланник Аллаха», люди смогут отвергать его из гордости, страха или выгоды. Но обвинение во лжи будет звучать слабо. Вся его жизнь до пророчества уже была свидетельством правдивости. В Мекке жила женщина, которую уважали за благородство, ум и чистоту. Хадиджа бинт Хувайлид, радиаллаху анха. Она была успешной в торговле и поручала свои караваны достойным людям. Когда до нее дошли вести о честности Мухаммада, она предложила ему вести ее торговое дело. С ним отправился ее слуга Майсара. В дороге он наблюдал за Мухаммадом и видел качества, которые редко соединяются в одном человеке. Честность без жесткости, скромность без слабости, достоинство без гордости, мягкость без потери силы. Когда Майсара вернулся и рассказал обо всем Хадидже радиаллаху анха, ее сердце изменилось. Она увидела в нем не просто честного торговца, она увидела человека, которому можно доверить жизнь. Хадиджа радиаллаху анха решила выйти за него замуж. Это был союз двух благородных сердец. Он был моложе, она была старше, он не был богат. Она обладала положением и имуществом. Но их брак был построен не на расчетах. Он был построен на доверии, уважении и чистоте. В их доме было спокойствие. Аллах даровал им детей. Они познали радость родительства и боль утраты. Их сыновья умерли в раннем возрасте, и это стало тяжелым испытанием для обоих. Но в боли они не отдалялись друг от друга. Они держались вместе. И когда через годы Мухаммад вернется из пещеры Хира в страхе и дрожи, именно этот дом станет первым убежищем пророчества. А первой, кто поверит ему, будет Хадиджа радиаллаху анха. Но за пределами этого дома Мекка оставалась погруженной в джахилию. Люди знали имя Аллаха, но поклонение смешали с идолами. Дом, который Ибрахим алейхиссалям возвел для единобожия, был окружен ложными божествами. Обряды сохранились, но смысл был потерян. Справедливость зависела от силы. Права зависели от племени. Достоинство зависело от положения. Слабый часто оставался один. И все же среди этой тьмы Аллах хранил сердце Мухаммада. Он жил среди людей, но не растворился в их заблуждениях. Он видел тьму и не полюбил ее. Когда Мухаммаду было около 35 лет, курайшиты решили восстановить Каабу. Племена участвовали в строительстве вместе.
Но когда пришло время установить черный камень, начался спор. Каждое племя хотело получить эту честь. Голоса становились громче, гордость росла. Угроза кровопролития приближалась. То, что началось как служение священному дому, едва не стало причиной войны. Тогда они решили, первым, кто войдет к ним, будет судья между ними. И вошел Мухаммад. Когда они увидели его, напряжение спало. Это Аль-Амин. Мы примем его решение. Он не возвысил одно племя над другим. Он попросил принести ткань, положил черный камень в ее центр. Затем велел представителям племен взяться за края и поднять его вместе. А когда камень был поднят, он сам установил его на место. Так он сохранил честь каждого и предотвратил кровь. До пророчества люди уже видели в нем мудрость, справедливость и способность объединять. С годами сердце Мухаммада все сильнее стремилось к уединению. Шум Мекки стал тяжелым. Идолы вокруг Каабы — болезненными. Несправедливость людей — невыносимой. Он начал подниматься на гору Нур. Дорога была трудной. Камни, высота, жара, одиночество. Но наверху была пещера Хира. Там не было криков рынка, не было гордости племен. Не было споров у Каабы, не было идолов. Там были тишина, небо и размышления. Он поклонялся Аллаху так, как знал, думал о творении, искал истину. А Хадиджа радиаллаху анха поддерживала его. Она не ломала его путь, не упрекала его за уединение, не требовала от него быть как все. Она понимала, с ним происходит нечто великое. И наступила ночь, после которой история человечества изменилась. Мухаммаду было 40 лет. Он находился в пещере Хира, когда к нему явился Джибриль, алейхиссалям. Первое слово последнего откровения было «Читай». Мухаммад ответил, что не умеет читать. Повеление повторилось, и затем были ниспосланы первые аяты «Читай во имя Господа твоего, который сотворил». С этого момента началась новая эпоха. Человек, который не умел читать и писать, стал носителем книги, которую будут читать до конца времен. Свет, которого ждала земля, начал нисходить. Но для самого Мухаммада этот момент был потрясающим и страшным. Он не вышел из пещеры спокойным. Он вышел потрясенным. И поспешил туда, где его сердце всегда находило безопасность. Домой. К Хадидже радиаллаху анха. Он вошел домой в состоянии сильного волнения. На его устах были слова «Укройте меня! Укройте меня!». Хадиджа радиаллаху анха не стала задавать лишних вопросов, не стала спорить, не усилила его страх. Она укрыла его, осталась рядом, дала ему почувствовать безопасность. Когда он рассказал ей о случившемся и сказал, что боится за себя, она ответила словами, которые стали вечным примером поддержки. «Нет. Клянусь Аллахом, Аллах никогда не унизит тебя». Затем она напомнила ему, кем он был всю свою жизнь. «Ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь слабым, заботишься о нуждающихся, принимаешь гостей, стоишь рядом с теми, кто в трудности». Она не просто утешила его. Она увидела в его нраве доказательство того, что Аллах не оставит его. В тот момент Хадиджа радиаллаху анха стала первой опорой пророчества. Хадиджа радиаллаху анха отвела его к Вараке ибн Нафалю. Он был человеком, знавшим о прежних писаниях и пророчестве. Когда Варака услышал рассказ Мухаммада, он понял — это необычное видение и не случайное переживание. К нему пришел ангел откровения. Но затем Варака сказал то, что удивило Мухаммада. «Твой народ изгонит тебя». Мухаммад переспросил: «Разве они изгонят меня? Как это возможно?» 40 лет они знали его как Аль-Амина. Они доверяли ему имущество, уважали его слово, принимали его решения. Но Варака знал, когда пророки приходят с истиной, те, чья власть построена на лжи,
начинают сопротивляться. Так прошла ночь первого откровения, ночь, в которой началась миссия, и вместе с ней испытание. После первого откровения Мухаммад был обучен молитве. Молитва станет его опорой. Когда люди отвернутся, молитва останется. Когда враги усилятся, молитва укрепит. Когда сердце будет нести тяжесть откровения, молитва станет покоем. Вернувшись домой, он научил этому Хадиджу радиаллаху анха. И в доме, где царили вера, любовь и доверие, началась первая молитва новой общины. Их было мало, но свет не нуждается в большом количестве, чтобы победить тьму. Иногда достаточно одного дома, одного сердца, одной истины. Однажды юный Али радиаллаху анху увидел молитву. Он был еще ребенком, но его сердце было живым. Он спросил, что это. Мухаммад призвал его к исламу. Сначала Али подумал, что должен спросить отца, но затем в его сердце родилось понимание. Если Аллах создал меня без разрешения людей, то почему поклонение Аллаху должно зависеть от разрешения людей? И он принял ислам. Так среди первых уверовавших оказался ребенок, юный, но с сердцем, готовым к истине. В это время Абу Бакр, радиаллаху анху, вернулся из торгового путешествия. Он был уважаемым человеком среди курайшитов, разумным, мягким, честным и благородным. Ему сообщили, что Мухаммад говорит о пророчестве. Кто-то ожидал, что Абу Бакр станет спорить, кто-то думал, что он попытается остановить его. Но Абу Бакр знал Мухаммада много лет. Он знал его правдивость, его чистоту, его страх перед Аллахом, его честность в каждом деле. Он понимал, человек, который никогда не лгал людям, не станет лгать об Аллахе. Абу Бакр пришел к нему, услышал призыв и уверовал без колебаний. С этого дня он стал не просто мусульманином, он стал одним из величайших помощников ислама. Призыв в первые дни был тихим, не было минбаров, не было больших собраний, не было армии, не было власти. Была истина, которая переходила от сердца к сердцу. Абу Бакр радиаллаху анху начал приглашать к исламу тех, кому доверял. Через него уверовали люди, чьи имена позже будут сиять в истории. Усман ибн Аффан, Тальха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Авам, Абдурахман ибн Ауф, Сад ибн Абу Ваккас и другие. Женщины также стали частью этого света. Хадиджа радиаллаху анха, дочери пророка, Асма бинт Абу Бакр, Фатима бинт Аль-Хаттаб и другие праведные женщины несли веру в свои дома, семьи и окружение. Ислам начинался не с дворцов. Он начинался с сердец, которые проснулись. Но Мекка не могла оставаться равнодушной. Ислам был не просто новой верой. Он разрушал ложные основы общества. Если Аллах один, значит, идолы не имеют власти. Если все люди рабы Аллаха, значит, сильный не имеет права притеснять слабого. Если суд принадлежит Аллаху, значит, гордость племени не выше справедливости. Если богатство — испытание, значит, бедный не ниже богатого. Эта истина освобождала сердца, но она угрожала тем, кто привык властвовать через страх, гордость и выгоду. Поэтому впереди первых мусульман ждали тяжелые дни. Насмешки, давление, пытки, изгнание, потери. Скоро станет ясно, кто принял веру только языком, а кто впустил ее в самую глубину сердца.